Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте посмотрим мысли мужчины, проговорите его имя, перед сном или рано утром, допустим, да? Когда он спать ложится, когда он встает, вот какие у него мысли вообще по жизни, да, на сегодняшний день, вчера, может быть, завтра будут, и по поводу вас. И по поводу вас будем смотреть. По поводу вас тут жезлов выскочил. Это страсть. Сейчас будем осматривать, да, или как это еще сказать, этого мужчину со всех сторон. Тут жезл выскочил. Жезлов. Проговорите его имя, о котором хотите узнать. Мужчина уже здесь. Угу. Его уже чувствую. Такой... сейчас скажу. Смотрите, он либо худой, действительно, либо хочет похудеть, потому что у него в мыслях худоба. Потом у него... У него по здоровью, я не хочу описывать это, что-то есть по поводу шеи. Либо поясницы, что-то типа этого. Не хочу туда лезть. Что еще у него? У него светлый взгляд, такой интересный. Он умеет так прищуриться, наклонить голову, посмотреть. У него волосы, такие, есть немножечко седины. Может и много. Но седина есть, присутствует. Какое-то время он очень коротко стригся, может даже до сих пор. Ему больше шло, если он был в юности, допустим, или сейчас он хочет переделать свою прическу, ему больше как будто бы идет, чтобы и челка была, и длинные волосы сверху. Что-то такое. Может быть, я просто вижу фотографию юности. Как бы сверху, как шапочкой, что ли. Такое увидела. Что-то типа этого. Он любил классическую одежду, но у него не получается ее носить постоянно. Угу. Пальто. Я вижу его в пальто. Длинном. Опять, может быть, в юности, в молодости. Если он сейчас молод, то он недавно, значит. Какое-то пальто. Или опять же ему очень сильно этого хотелось, а не получилось. Но он мысленно, его понимание о себе, о жизни, именно такое. Он, кстати, себя чувствует каким-то выдающимся человеком. Может даже сказать, я стихи умею писать, либо какие-то рассказы умею придумывать. Может такое сказать про себя. Музыку любил слушать очень громко. В последнее время нет. Давайте дальше. То, что я увидела. Сейчас карты раскрываем. Мужчина, давай. Карта ожидания. Опять луна на него выходит. Опять луна. Мужчина очень любит стабильность, уют, чистоту, чтобы все на месте было, но никогда за этим не следит. Хотя других будет ругать. Есть такое. Есть такое. Он не любит ночь. Ему вечером это 4 пентаклей, это когда руками притягиваешь к себе что-то, мое. Ему вечером что-то своего не хватает. Ему не нужна подушка, одеяло, чтобы укрыться, мягенько там, не мягенько, но нет, ему надо, чтобы рядом был человек,
с которым ему не страшно засыпать. Он не любит ночь. Нет, не любит. Он любит утро, чтобы куда-то все вот... Птички поют, солнышко там, ну, дождик, пусть дождик. Но он как будто с утра начинает жить заново. А ночь он не любит. Ночь его пугает. Ну, давай, рассказывай. Мысли. Давайте посмотрим, вы вместе? Что карты скажут? Вы-то знаете. Королева пентаклей, шестерка пентаклей. О, тут что, треугольник был? Да, может быть, он женат. Вот. Может такое быть. А вы о нем думаете. Может и не женат, тогда он, может быть, вас обманул и был с другой женщиной. Вот такой какой-то треугольник. Может быть, этот треугольник, как я всегда говорю, ну так как расклад общий, может быть, что-то третье лишнее влезло в вашу жизнь и разрушило ваши отношения. Если вы сейчас, вот если по шестерке смотреть, вы сейчас вместе, то вы живете лишь бы дашь на дашь. Я не вижу здесь очень близких таких вот семейных, да, отношений. Здесь дашь на дашь. Ты должен помочь, я там что-то сделаю, что-то типа этого. Если вы вместе, это дашь на дашь. А больше, конечно, опять же, здесь вот как вы своей жизнью живете, у вас, в принципе, как по карте, слава Богу, все, вот так скажу, по Пентаклевой королеве. Да, вы в его глазах очень такая стабильная, уверенная, опять же, да, пентаклевая, светлой души. Ну, такая вы и есть. А он вот в каких-то треугольниках застрял. Ну, либо вы, он и его деятельность развели вас. Может быть, его мама развела, может быть, папа влез не туда, куда надо. Тут по-всякому треугольник можно рассматривать, но отношения между вами, ну, нет тут очень близких семейных отношений. Вы его любите? Я не могу по этой карте сказать, что вы его любите. Может быть, как в руках, да, какая-то надежда у кого-то из вас есть, что он все-таки будет тем человеком, о котором вы мечтали, и тогда любовь вспыхнет. Но больше всего нет, вы не любите, он вам делал больно. У кого-то из вас, да, может быть надежда в руках. Но у кого-то и нет, скажете. Какая там любовь? Была любовь и прошла, да, потому что стало больно от всего. Ну, есть и такое. Видите, как карты говорят? Ну, давайте смотреть его мысли с утра, да? Давайте посмотрим его мысли с утра. С утра. Любовь, любовь, любовь. Как же он хочет любви. Троечка. Жезловый рыцарь. Хорошо, сейчас вопрос здесь. Тебя треугольник тянет или наоборот, ты хочешь из этого выходить? Двойственно. Ну, смотрите, если вы чувствуете, что это тот человек, о котором вы думаете, я буду сейчас говорить то, что я вижу. Если все-таки не ваше, все, значит, не ваш расклад. Но здесь неприятная ситуация, очень неприятная. Его мысли с утра
я хочу выпить. Ну, ладно, можно перейти хотя бы к кофе, да, вот он кофе выпьет, но все равно у него мысли попить пиво с друзьями. Ладно, не с утра, пусть будет к вечеру, но у него есть эти мысли уже с утра. Потом я вижу здесь ситуацию, когда он думает о треугольнике. Каком? С одной стороны, может быть, он хочет на расхват быть, таким горячим, как раньше, да, потому что он какой-то такой закрытый, двойственный на сегодня. Но еще он просто хочет приходить домой, где ждет его любовь, но и в то же время утром вставать и идти по своим интересам, даже не думая о том, что дома ждет его любовь. Вот это третье всегда его и уводило из дома. И на сегодня он такой же остался. Может поменяться. Будем смотреть. Хотя могу сразу спросить, ты вообще будешь меняться, чтобы вот в дом приносить счастье, а не самому бегать там, искать чего-то? Пятерка жезлов. Но это ответ такой. Он может перебороть в себе это, да. Только если он будет перед конкретным выбором все потерять или все-таки жить в счастье. Вот когда его судьба ударит, да, он может поменяться. Если судьба будет ему подарки дарить, он таким и останется. Потому что когда он выходит из дома, все. Он думает о чем-то своем, что его интересует. Он даже забывает, о чем его просили, допустим, дома. Вот такое вот. Ну, смотрите, если это не ваше, значит, в следующем раскладе будет ваше, да, как говорят. Ему хочется гармонии, удовольствий. Он очень хочет сделать... Ты, кстати, хочешь то, что я тут вижу, и сейчас как подтверждение, он хочет вас сделать счастливой, да. Есть такое, вот серьезно. Вопреки всему, он хочет сделать вас счастливой. Вы посмотрите, какой ответ. Он не понимает, как сделать вас счастливой. Он этого хочет, но, видимо, он перетягивает желание на себя. Он хочет, чтобы вы были счастливые. Но, видимо, чтобы он видел в ваших глазах счастье, что он такой хороший, и тогда ему будет хорошо. Но на самом деле он вообще вас не слышит. Смотрите, это может быть то, что было когда-то, и вот сейчас эти карты показывают, да, что он вас не слышал, когда вы были вместе, и вам было больно, он разрушал отношения с вами. Он хочет сделать вас счастливой, но он не знает, как. Ты серьезно? Вот мысли какие сейчас у тебя по поводу девушки? Мы заблудились. Мы в отношениях заблудились. Я хочу, говорит, быть с ней. Я хочу выйти из сложностей. Но я не знаю, как сделать ее счастливой. Она сама должна быть счастлива, что я рядом. Такие вот мысли с утра. Ну, давай дальше. Что еще с утра ты думаешь? О вас думает. Все равно о вас думает. Вопреки всему. Но о вас он думает. Так что, ты хочешь что-то с девушки, вот, которая сейчас смотрит, тянуть и ничего не давать взамен? Да. Хотя он может сказать, так как это я не даю? Я давал всегда взамен себя, я же приходил, я же зарабатывал, я же тянул, я же еще что-то делал же. Я могу его описать. Сейчас. Король мечей.
из всего. Смотрите, этот мужчина, он может сделать вас счастливой, да. Но я говорю, только когда его действительно шибанет судьба. Вот. Если какая-то будет сложная ситуация, и мысли только о вас, и вы вдруг вот будете как бы рядом, либо он к вам приползет, да, отношения у вас могут измениться, и вы будете счастливы. Он вас реально побоится потерять, потому что он поймет, что только она в такие сложные ситуации мне поможет. Как это я ее буду отдавать кому-то? Вот такие мысли у него могут быть. Но сейчас он человек, который не может себя унизить своими же мыслями. Он будет говорить: да я ж тебе все давал, ну подумаешь, я тут ошибся, ну подумаешь, я поступил не так, да меня завели, да меня ошибочно вот как-то затянули куда-то, да, либо это ты меня сразу не поняла. Вот такие мысли у него будут здесь. Он как мечевой король, он и работать умеет, и дашь на дашь жить умеет, и очень любит путешествовать, либо куда-то бегать, куда-то ездить и возвращаться домой. Он любит порядок дома, он будет всех ругать, что порядка нет, но он никогда не сделает этот порядок. Он всегда все раскидает, лишь бы за ним убрали. Вот такой мужчина. И да, ему очень нравится, когда любая женщина смотрит на него как будто бы с любовью. Ему это очень нравится. Хотя он не пойдет к любой женщине. Нет. Этого нет. Он не подряд, как говорится. Он ищет любовь. Только любовь. Но он ее не понимает. Вот такой мужчина сегодня пришел. Утренние мысли, конечно, у него странные. Но давай перед сном, что ты там думаешь? Что ты думаешь перед сном? О дороге какой-то? Ожидание? Как маленький мальчик. Ох, как маленький мальчик. Он к мамочке хочет. Даже чтобы женщина рядом с ним была вечером как мамочка, чтобы вот он обнял и уснул. Он боится, реально он боится ночь. Ему лучше вот ночью, не знаю, с кем-то побыть, потом устать и уснуть. А если просто, он боится ночи. Он как заблудившийся маленький ребенок. Он чего-то ждет, о чем-то мечтает. У него в голову лезут мысли, что высшие силы как будто бы вроде бы за него, но и в то же время все никак и никак не получится, что он хочет. Да. Император, маленький мальчик-император. Он хочет изменить свою жизнь. Он очень хочет изменить свою жизнь. Он хочет любовь, вы знаете, которой у него нет. Он не понимает, он реально во многом ошибается. У тебя будет просвет, ты поймешь все-таки, что такое дарить любовь. Повешенный, может, по этой карте, да, может быть. Может какой-то вот этот застой, вот это перевернутое состояние, наконец-то даст ему какие-то мысли в голову. Одиночество, может быть не одиночество, а просто он поймет, что никому не нужен, и что для этого. Знаете, вот я могу так про него сказать. В одной руке голубь зажат, в другой в руке голубь, вот так открыта рука, и он летит. Вот где открытая рука и голубь летит, это любовь. А где зажат голубь, это не любовь. Но он зажимает этого голубя. Вроде бы как и любовь, ну как это я отпущу эту голубку, да? Но это не любовь. И в конце концов он в этом
по башне он разберется. Высшие силы хотят, чтобы он изменился. Поэтому смотрите, что бы там ни происходило, что бы ни происходило в его жизни, вашей и в его голове, высшие силы будут его исправлять. Они будут ему давать, как это сказать, чтобы он проходил трудности. И через эти трудности он будет понимать, а где нужно все-таки быть другим. И в конце концов, если вы реально хотите быть с ним, он даст о себе знать, и вы будете разговаривать, вы поймете. Вы поймете, он изменился, ваш человек. Может быть, любовь опять вернется в вашу жизнь. Я говорю «может быть», потому что у каждого своя реально ситуация и, расклад общий. И каждая из вас, вы сами знаете, что вы хотите, так ведь? Вот как-то так. Судьба даст, вы будете вместе, и уже в любви, там, где и вы будете счастливы. Ему главное научиться отпускать, а не следить, тянуть, принижать. Вот так вот. Вот здесь его ошибка. А так, в принципе, интересный человек. Девятка кубков, ему надо... Он очень сильно себя любит, девятка кубков. Ему надо немножко перестроиться. Если он будет продолжать только себя любить и себя видеть в этой жизни, как ему страшно, как ему больно, как ему одиноко, вот ему, это не ваш человек. Но если он все-таки поменяет свои мысли, и действительно он душой поймет, что делать дальше, он придет к вам с любовью. Вот такой расклад. Ты думаешь ночью о девушке, которая смотрит? Вечером сильно. Карта силы вышла. Да, он сильно думает о вас. Действительно, он вспоминает. Есть такое. Он в прошлое заглядывает. Он хочет узнать, как вы живете, с кем вы сейчас. Очень хочет. И он хочет, чтобы и вы тоже о нем думали. Но здесь опять же, чтобы вы о нем думали и его самым важным в своей жизни считали. Ему так хочется быть важным в ваших руках. В принципе, все может быть. Вот такое вот. Так, давайте напоследок посмотрим, что он тут хочет вам передать, что карты скажут. И все на сегодня. Что ты передать хочешь? Плохо мне без тебя. Плохо мне без тебя. Это получается, раня тебя, я сам себя поранил. Я стараюсь, я буду стараться поменять себя. Я ищу, что сделать, где победить. Я работаю над многим, над собой и вообще на работе. Я хочу быть значимым, хочу приносить доход, хочу приносить успех, удачу. Ты моя императрица, он так говорит. Реально в этом раскладе вот его слова на душе, которые. Пусто мне без тебя, пятерка пентаклей. Я надеюсь, что высшие силы дадут ход событиям в лучшую сторону. А вот эта карта, сейчас я к ней дополнение возьму. Это дашь на дашь. Это когда ты даешь. Ты что, хочешь опять жить дашь на дашь? Или все-таки ты будешь отдавать всего себя? Я буду отдавать всего себя, даже если мне будет больно. Вот так вот. Так что многое не стоит на месте. Многое не стоит на месте. Так что если вы действительно хотите быть с этим человеком, многое может поменяться. Восьмерка жезлов — это перемены дней. Это разные ходы, разные возможности. Но возможности соединяются, и многое может открыться уже скоро.
Да, человек хочет вернуться в вашу жизнь, но вернуть хорошие отношения. Вы можете быть счастливы. 5 кубков, вы плакали много. 5 мечей, вы терзали себя из-за каких-то, ну, из-за какой-то неправды, из-за каких-то неприятностей. Вы можете исправить эту ситуацию и вообще вашу жизнь. Королева Пентаклей, если вы захотите этого. Да, если вы захотите реально быть с ним, вы его услышите и увидите. Ну и кто-то из вас даст ему шанс второй. Вот. Но если вы почувствуете, что нет, я не хочу быть с ним, значит, вы сделаете свою жизнь другой, не допуская того, что было раньше, чтобы плакать, чтобы страдать из-за какой-то лжи, из-за каких-то недомолвок и всего остального. Вы королева Пентаклей, вы королева планов и исполнения этих планов. Вот так карты говорят. Ну, что напоследок еще? Верховная жрица. Ждите очень интересные, неожиданные события, но к этим событиям подключите интуицию, потому что какая-то тяжесть, что с тяжестью, какая-то тяжесть может вас преследовать, но вы ее разрешите. Неожиданные исправления тяжелых ситуаций, неожиданность, тяжелые ситуации, исправление только с интуицией вашей. Может быть в личной жизни, может быть и на работе. Что-то будет очень хорошо исправляться, скоро очень. Угу. И в вашу жизнь идет любовь. Вот так. Все-таки идет в вашу жизнь любовь. Ну да будет так, правильно? Все на сегодня. Счастья вам огромадное, преогромадное. На Ютубе, только на Ютубе, хорошие мои. Здесь это энергия, здесь это все то, что вы должны получить в свою жизнь. Ну, хорошее, только хорошее. Так ведь? Так ведь. Живите, здравствуйте, как говорится, и будьте настороже. Что-то очень хорошее скоро меняется. Вот скоро будет меняться. Оно, я сказала, скоро меняется, оно, по-моему, уже немножко меняется. Что-то будет интересненькое. Может быть, какой-то новость, может быть, какой-то человек рядышком появится, может быть, просто кто-то посмотрит на вас по-другому. И от этого пойдут перемены. От этого потому что загорятся ваши глазки, в душе как-то перевернется в лучшую сторону. И все, и судьба будет притягивать к вам удачу. Дай Бог, да? Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, жмите колокольчик, чтобы не пропускать видео, да. Давайте наладим здесь такой вот канал связи, так что подписывайтесь на YouTube, мои хорошие, только на YouTube. Увидите на каких-то других платформах, пишите людям, что там воруют мои видео и воруют энергию от вас, которую вы тоже туда вкладываете через те же даже комментарии и подписи, подписки я имею в виду. Так что будьте аккуратны. На Ютубе я только, да. 2 канала, чтобы вы знали. Анна Тарот и Ананки Тарот. Все. Всего вам доброго, лучшего, наилучшего. Увидимся, услышимся, на связи.